Драгоценные, приветствую вас на канале Изумит. С вами Анастасия Меркушова. Как для создания узора на бусинах сделать простые кейны из холодного фарфора? Особенности лепки из этого материала в этой технике. Смотрите далее в этом мастер-классе. Приятного просмотра! Для этой техники лепки обычный холодный фарфор мы будем загущать. Домешиваем крахмал, добавляем тетраборат натрия, если есть. И масса должна получиться как крутое тесто по консистенции. Затем часть массы окрашиваем в голубой цвет. И небольшой кусочек откладываем, спрятав в пищевую пленку. Остальное мы разрываем на мелкие кусочки. И оставляем их на время, чтобы немного высохли. Еще возьмем фарфор и окрасим в белый и черный цвет. Раскатаем тонкие пласты. Соединим два пласта. Поверхность белого фарфора смочим влажной салфеткой для лучшего сцепления. Затем из голубого фарфора также раскатаем тонкий пласт и соединим с черно-белым пластом. Затем пласт поделим на части, из которых будем делать кейны. Первый сделаем полосочку. Второй берем пласт, увлажняем влажной салфеткой, чтобы не высыхала поверхность, и раскатываем немного. Затем скручиваем рулетиком. Поверхность увлажняем для лучшего соединения. И при вытягивании и утончении трости также необходимо увлажнять, так как холодный фарфор высыхает. Следующий кейн мы будем делать таким образом. Делим пласт на 4 части вдоль. Затем две части соединяем в виде треугольника. И потом между собой, прежде увлажнив поверхность влажной салфеткой. И затем трость утончаем. Для дальнейшего лучшего соединения элементов поверхность трости смазываем клеем ПВА. Делим трость на 4 части. И соединяем два отрезка, придавая им форму треугольника. И потом между собой. На срезе получается квадрат. Вытягиваем, лишнее обрезаем. Затем можно изменить форму. Округлим. И оставляем кейны пока заветриваться. Возвращаемся к кусочкам. Они уже заветрились и подсохли. Можно еще некоторые разорвать или измельчить лезвием. Далее берем пустую емкость и на соединение всех кусочков добавляем небольшое количество клея ПВА и краски. Перемешиваем. Затем соединяем с кусочками. И мешаем до тех пор, пока кусочки не покроются черной краской.
Затем эту массу мы выкладываем на пищевую пленку. Можно оставить на некоторое время заветриться. А пока кейны, которые мы оставляли заветриться, и их поверхность уже высохла, мы завернем пленку. Делаем это для равномерного распределения влаги в трости, чтобы влага изнутри пришла к поверхности. И снова возвращаемся к кусочкам. Мы их соединяем, ужимаем, так, чтобы оставалось как можно меньше пустот. Для этой техники важно хорошо заветрить кусочки и использовать минимум клея. Оставляем еще трость на некоторое время заветриваться и продолжаем вновь ужимать. Далее откладываем трости на сутки. Большую трость можно периодически приоткрывать и заветривать. Так лишняя влага уйдет и кейн станет плотнее. И срезы на следующий день делать еще легче. Далее будем работать с тростью, которая свернута рулетиком. Часть оставляем прежней формы, другой части придаем форму капельки. Полосатый кейн выравниваем. Можно оставить в таком же виде. Лучистую трость делим на части. Одну часть оставляем прежней, другую утончаем. И делим теперь ее пополам. И один отрезок обернем в белый фарфор. Можно дополнительно смазать клеем ПВА. Ужимаем. Вот получились такие тросточки. Белый кейн поделим еще пополам. Обратим внимание, что белая каемочка на срезе внутри трости уже, чем снаружи. Чтобы такого не происходило, кейн необходимо оставить в пищевой пленке, немного полежать, а затем только вытягивать. Либо только оборачивать. Часть белого кейна обернем еще в черный пласт. Вот такие кейны у нас собираются. Еще на трости рулетика можно сделать волнистый край. Тупым краем лезвия вдавливаем поверхность. Таким же образом можно создать кейн с волнистым рисунком из полосатой трости. Кейны из холодного фарфора, в отличие от кейнов из запекаемой полимерной глины, не удастся сильно утончить, так как холодный фарфор высыхает. И это очень важно учитывать при работе в этой технике из холодного фарфора. И кейны долго не храним по этой же причине. Далее открываем трость из кусочков. Получилась имитация бирюзы. Голубой срез с черными прожилками. Нарежем часть трости под заготовки для бусин. Еще сняв верхний подсушенный слой, из внутренней части сделаем кейн. Придадим ему форму колбаски.
и оставляем заветриться. Так мы зафиксируем форму среза. Сделаем также заготовки для мелких бусин. И вот в итоге какие мы сделали с вами кейны. В процессе они уже немножко заветрились, и теперь можно делать срезы. Острым лезвием делаем тонкие срезы и выкладываем на влажную салфетку. Так нижняя сторона будет оставаться влажной, и потом будет лучше соединяться с фарфором. Вот такие срезы получаются. Срезы, которые сырые, как под бирюзу, можно не выкладывать на салфетку, а на файл. С пенопластовой массой делаем заготовки для бусин. Остатки плотного фарфора смешиваем с мягким фарфором и обкатываем бусины. И теперь выкладываем срезы на поверхность бусины, тем самым создавая узор. Затем прикатываем. Чем мягче будет фарфор для подложки, тем лучше будут вминаться срезы в бусину. Можно дополнительно смачивать поверхность влажной салфеткой. Это своего рода мозаика. Таким образом делаем разнообразные бусины и оставляем их на сутки, для того чтобы зафиксировать форму. Можно сделать и текстурные бусины, сильно не вдавливая срезы. Сутки прошли, бусины и заготовки для граненых бусин подсохли. Делаем грани, срезая лезвием. И оставляем заветриться. Срезы тоже можно использовать для мозаики на ровной поверхности. Смешав разноцветные остатки кейнов, сделаем полосатую колбаску, из которой можно сделать бусины под камень. Еще сделаем бусины, используя сухие остатки. Измельчаем их в мелкую крошку. Для основы берем мягкий холодный фарфор и окрашиваем белый цвет. Также делаем заготовки из пенопластовой массы и обкручиваем ее основой. Очень мягкой. Можно добавить клея в основу. Излишки убираем. Затем катаем бусину по крошке, чтобы крошка прилипла к основе. Вминаем еще пальцами и прикатываем. Вот так получается. Заветриваем бусины, чтобы зафиксировать верхний слой. И затем делаем отверстие с помощью спицы. В описании есть ссылка на видео, как сделать отверстие в бусинах из холодного фарфора. Сделав отверстие, оставляем бусины на спицах до полного высыхания. И затем, так как холодный фарфор не влагоустойчив, покрываем бусины лаком. Из таких бусин мы можем собрать разнообразные украшения. Какие итоги? Из холодного фарфора тоже можно лепить в технике Кейна, имитации бирюзы. Сочетать эту технику с техникой мозаики. Есть, конечно, свои нюансы. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Подписывайтесь